Привет, друзья! Я рада, что вы заглянули ко мне в гости. И в этом видео мы с вами приготовим вот такой потрясающе вкусный пирог с нежной кремовой начинкой и черничным вареньем. Тесто для пирога готовится на сливочном масле с цитрусовой цедрой. И готовить такой пирог совсем не сложно, а съедается он мгновенно. Так что пойдемте готовить его вместе со мной. И для этого пирога нам понадобится одно яйцо, 200 грамм сахара, 100 грамм растопленного сливочного масла, 15 грамм разрыхлителя, цедра одного лимона и 250 грамм муки. А для начинки нам понадобится 250 грамм рикотты, 250 грамм маскарпоне. Кто не знает, маскарпоне – это молочный кремовый маслянистый сыр. 2 яйца, 2 столовые ложки сахара и черничное варенье. Рецепт я обязательно оставлю в описании под видео. И прежде чем приступить к приготовлению, я натру цедру одного лимона. Натираем только яркий ароматный слой. Белую мякоть не натираем, она может горчить. Натерли, ну а теперь в миску разбиваю одно яйцо и смешиваю с сахаром. Дальше добавляю остывшее растопленное сливочное масло и цедру лимона и хорошенько перемешиваю. Затем добавляю разрыхлитель. И в конце муку добавляю в несколько этапов. Если тесто липнет к рукам, добавляем еще немного муки. И в конце я замешиваю руками. Замешиваю, пока не получится вот такое мягенькое тесто. Затем беру форму для выпекания и на дно стелю пергаментную бумагу. Диаметр моей формы 30 сантиметров. А края формы смазываю сливочным маслом. Затем выкладываю тесто в форму и равномерно распределяю по всей поверхности. Тесто очень нежное и мягкое, с ним работать одно удовольствие. После того, как распределили по всей поверхности, стараемся создать высокий край, чтобы поместить всю нашу начинку. Вот такой высокий край у меня получился. Форму убираем в сторону и приступим к приготовлению начинки. Беру 250 грамм рикотты и 250 грамм сыра маскарпоне и добавляю 2 столовые ложки сахара. И хорошенько все перемешиваю. Затем добавляю 2 яйца. И перемешиваю до получения однородной и кремовой массы. Смотрите, какая кремовая начинка у нас получилась.
А теперь вилочкой проткну дно пирога. Обычно я этого не делаю, но в прошлый раз пирог у меня немного вздулся и немного испортился его вид. А сейчас заполняю пирог начинкой. Хорошенько распределяйте по всей поверхности. Начинку мы распределили, а теперь беру вилочку и слегка приминаю края. Вот такой край у нас получился, и в таком виде мы его отправляем в духовку. Духовку предварительно разогреваем на 160 градусов и выпекаем 30-40 минут. Все зависит от особенностей вашей духовки. Вот и испекся наш пирог. Посмотрите уже, как аппетитно он выглядит. А теперь даем пирогу остыть и затем край присыпем сахарной пудрой. Присыпали, а теперь берем черничное варенье и выложим его поверх кремовой начинки. Мне хватило одной баночки на 240 грамм. После остывания наша начинка схватилась, и промазать варенье сверху не составляет труда. Аккуратненько промазываем до краев. И вот такой невероятно вкусный пирог у нас получился. Рассыпчатая песочная основа, а хрустящие бортики соприкасаются с нежной сливочной сладкой начинкой. А черничное варенье дополняет его особенным вкусом. Давайте покажу и в разрезе. Смотрите, пирог имеет тонкую песочную основу и богат начинкой. Я уверена, что этот рецепт останется в вашей копилочке. Девочки, на канале уже достаточно рецептов различных пирогов. Ссылочки на некоторые из них я оставлю в описании под видео. Так что подписывайтесь и не пропускайте мои видео. И почаще заходите ко мне в гости. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем видео. До скорой встречи!